Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Мирослав Олешко на связи прямо сейчас. Мирослав, приветствую вас. Добрый день. Мирослав, череда ударов по Украине, и я хочу с этого начать. Но какая-то странная реакция Зеленского. Мол, смотрите, никто ничего не делает, только мы всех защищаем. И какой-то очень, неказистый выпад в сторону Кличко по поводу ударов по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Мол, смотрите, я не хочу разводить панику, там ссориться с кем-то, но это его вина, что были поражены объекты. Мы не можем стрелять патриотами по шахедам, сказал Зеленский. Но возникает тогда очень, такой понятный вопрос. На фоне всех событий геополитических вот это заявление приобретает какой-то, специфический смысл. Получается, что, Рафик не виноват? Да, это особенность Зеленского. Он же во всем не виноват. Он имеет полную полноту власти, но всегда виноват кто-то другой. И так уже на протяжении многих лет. А я недавно вот попал на комментарий интервью там ведущего известного с СТБ. Он там на 1+1 сейчас дал комментарий. Сухачев его, по-моему, фамилия известный, да? Сейчас точно вспомню. Я думаю, украинцы все его помнят. Это если это говорить Украина, то есть Да, это... Суханов, Алексей Суханов, да. И он там Да. рассказал, что Зеленский, он во всем такой молодец, он так старается, он страну не кинул, никого не предал. Ну, а то, что, видите ли, не все выходит, не всегда получается. Почему он говорит, у вас нет претензий? И там я дальше, знаешь, когда это начинаю слушать, я начинаю смеяться. Мне его легонько даже хотелось, так, знаешь, вот так по лбу немножко тогда, и знаешь, как в школе, типа, ну что ж ты несешь? И он говорит, есть же Верховная Рада еще. Есть еще это, уряд, кабинет министров. Почему у вас претензии только к Зеленскому? Я думаю, что ты несешь? Вся Верховная Рада подконтрольная монобольшинством Зеленскому. Весь Кабмин, все министры, все замы министров, все люди Зеленского утверждены им. То есть сейчас из-за того, что Зеленский реально сорвал мирные переговоры, и понимает его окружение в офисе президента, его пиар-технологи понимают, что сегодня будут очень плохие последствия, очень сложная осень и зима, у него начнет резко снижаться рейтинг. Поэтому они уже наперед сейчас начали искать виновных. Кабинет министров, Верховная Рада. Сегодня уже виноват Кличко, хотя Киевом фактически наполовину уже давно руководит глава военной администрации Киева Ткаченко Мамедов, азербайджанец. И именно он ответственен за то, что сегодня у нас так разрушили ТЭЦ. Не только Кличко. Но тогда вопрос, хорошо, а если будут в Кривом Рогу, в Сумах, тоже мэры виноваты? В каждом городе, в каждой области есть военная администрация, утвержденная Зеленским. Это его люди. Именно они отвечают за безопасность регионов. А задача Кличка отвечать, не знаю, за строительство дорог. А задача Мамедова, которого назначил Зеленский, отвечать за сохранность и безопасность жителей города в условиях войны. Вот и вся разница. Так что, я так понимаю, действительно, Зеленский понял реальность и понял, что рейтинг пойдет вниз. Потому что мобилизация тоже усиливается. Вновь из-за обстрелов и потери электричества люди будут терять работу, бизнес, рабочие места, работать себе в минус, пытаться выжить и не закрыться. Это выбор Зеленского. Более того, он сделал все возможное, чтобы бить постоянно по территории России, а не попытаться договориться даже через Белый дом, через Трампа, прекратить на время зимы, чтобы люди не страдали, мирные жители, прекратить обстрел критической инфраструктуры. Но он там постоянно угрожает, что он там каким-то этим фламинго будет стрелять. Уже столько новостей про фламинго. Уже недавно видел новость, что фламинго поразило в Крыму там чуть ли не кратеры какие-то. Но я так доказательств не увидел. Это уже в западной прессе. Это как, знаешь, как какой-то Санта-Клаус. Все знают, что он есть, но никто его не видел. Вот где-то так. Это мне напоминает фламинго, ракеты и всю обороноспособность Украины. Нет, фламинго-то есть, вроде как сбили Не, ну буком. фламинго есть в зоопарке в Киевском. Возможно, может уже и нету. Я не знаю. Но было.
Да, были в Киевском зоопарке эти птички, но дело это не в этом. Дело в том, что на фоне, ну, такой достаточно своеобразной, переменчивой риторики у, там, допустим, Путина и Трампа, телодвижения Зеленского выглядят специфическим образом. Ну, вот что я имею в виду? Выходит Путин, да, можно там сколь угодно его обвинять, смеяться и подтрунивать, но он четко говорит, мы стоим на позициях Анкориджа. Более того, это же ну, я, например, не видел, чтобы Трамп перепостил видео с Зеленским. Видео с Зеленским, не фотографию с собой там возле карты, не какие-то там, а вот прям видео, где говорит спасибо, а это он сказал четко за слова поддержки в теме Нобелевской премии. Да, вышел Трамп, говорит, позвонила вот эта лауреатка, которая получила эту премию мира, говорит, я посвящаю ее вам, он, конечно, доволен, но даже вот один маленький, вот этот, как модно говорить, кейс с точки зрения ну, Нобелевской премии, как себя повела страна, выглядит и демонстрирует, ну, что вообще оторваны от реальности, вообще не от мира сего, и непонятно, ну, какие-то, знаете, вот я не люблю вот этот вот сленг, там, типа, гопники, там, и так далее. Ну, так это и есть. Абсолютно неоттесанные. Ну, когда мы выдвинем Трампа на Нобелевскую премию мира, когда сначала он прекратит огонь, было заявление, да, а потом позже, в этот же день, он делает заявление, что вот томагавки нам передадут, мы тогда выдвинем Трампа на Нобелевскую премию. Рада проваливает голосование, и вообще сам факт этого голосования очень специфически смотрится. И все, и мы понимаем, что вот в этой конкретной теме, а это действительно там, ну понятно, Трамп обиделся, да, он думал, что ему дадут эту премию мира, но как-то неужели нельзя было с точки зрения государства как-то по-другому сыграть? У нас нет профессиональной дипломатии. У нас дипломатией занимается бывший человек, который занимался раньше ларьками в Киеве, Андрей Ермак. Министр иностранных дел сегодня это просто ширма, которая не имеет никаких полномочий и влияния. И так было и с Кулебой до этого также. Все решает человек, который никогда не был дипломатом, и вместе с ним это делает Зеленский. Актер 95-го квартала. Такие последствия постоянно. И именно это все начиналось еще с 2019 года, когда Зеленский, не понимая дипломатию, просто приперся на переговоры в Париже с Путиным, Макроном и Меркель и сорвал там переговоры, рассказывая, что он ничего подписывать не будет. То, что было уже согласовано. И это постоянно. Поэтому можно не удивляться России. В Украине у нас сейчас постоянно вот говорят такие фразы: мы не можем там доверять России, мы не можем довериться и с ними подписать мир. А я спрашиваю, а вот если логично, а вы бы доверились, вот даже те, кто против Зеленского, я их даже спрашиваю, а вы доверились бы на месте России Зеленскому? Ну, что он подпишет и будет это выполнять? Ну, вы бы поверили ему? Ну, даже давайте посмотрим на внутренние кризисы в стране и договоренности. Там, Порошенко, Зеленский, 22 год. Они встречаются, договариваются друг друга не трогать. Проходит полгода, уже Зеленский начинает его атаковать, еще через год вводит против него санкции. Хотя тот вообще его не трогал, то есть вел, можно сказать, не оппозиционную деятельность, направленную чисто там на ЗСУ и все такое. И с Зеленским действительно невозможно договариваться. Поэтому мне сложно действительно понять, как с Зеленским эти договоренности могут быть не просто утверждены, но и подписаны. Хотя легче, конечно, их будет ратифицировать именно при Зеленском, чтобы за это отвечали именно слуги народа. Те, кто довели страну до такого положения, именно они должны брать все на себя ответственность. Важный момент ввиду вот этих блокаутов. На самом деле мы понимаем, что не получается защищать города. Зеленский говорит о том, что, в общем, обстрел произошел, этот массовый, который там, позапрошлой ночью. Прошлой ночью били по Одессе, позапрошлой ночью вот этот вот удар, который все переполошились, потому что Киев, левый берег, был отключен. Причем мы видим, как бодро рапортуют: 800 тысяч потребителей мы снова подключили. ТТЭК.
Мгм. ДТЭК Тимченко, из которого буквально так совпало в этот же день утром свежий номер Эль Паис. Он говорит о том, что да, нам может быть тяжело, но Россия не сможет уничтожить нашу энергетику. Ну, в общем, такая потушная статья. И это все воспринимается как какой-то праздник. Если посмотреть трезво на то, что делает Зеленский, какие выгоды может, собственно, его команда, он сам, извлечь из горя народного. Ну, давайте так. Призыв безуглой, это род Ермака считается, да, то есть уезжайте в села. Смотрится как-то своя специфически. Ну, А зарабатывать? Зарабатывать за что? ну, Там все. смотрите, а что, в селе все бесплатно? То есть можно приехать в село, жить там в каком-то доме, это куда едьте? Это надо, получается, ну, то есть это как бы там и накормят, и обогреют, а работать где? Плюс Появятся виртуальные свиньи. Плюс, а как, подождите, как выехать, если вокруг там кольца блокпостов и всех вот, так сказать, ну вот принимают, кого не попадя. Причем здесь речь не о том, что параллельным курсом обострился там, например, у Кашулинского перепад в сознании, то есть, говорит, надо запретить вообще русскоязычным все на свете, и, в общем-то, да, то есть и у других спикеров тоже такие, знаете, обострения осенние, что нужно всех в армию загнать, уклонисты это, собственно, негодяи и так далее, и так далее. Если так трезво посмотреть на ситуацию, в которую попадает Зеленский, так он извлекает очень много выгоды для себя. Он реально, то есть на вот этом, ну, ЧП, да, он реально снимает сливки. Почему? Потому что люди, кто послушает безуглую, поедет за границу, да, или там за пределы ну, там, города, их по пути примут, отправят в армию. Да, люди, которые там, например, послушают и ну, каким-то образом попытаются, так сказать, спастись, да, они же как бы ненавидят Путина, а это как бы на руку Зеленскому. То есть никаких протестов, никаких проблем. Плюс можно мочить мэров разных городов. То есть абсолютное укрепление. Что ты думаешь по этому поводу? Самая важная вещь это то, что он дальше продолжает зарабатывать деньги на вооружении, на продаже дронов, ракет и автоматов Калашникова через своих бизнес-партнеров. А это миллионы и миллиарды долларов. И это самая основная вещь и мотив. В том числе также это закрытые границы, это ТЦК, люди платят взятки уже по 10, 20, 30 тысяч долларов. Эти все деньги, разумеется, распределяются между СБУ, между МВД, между пограничниками и, разумеется, между местной властью и офисом президента. И еще между Генштабом абсолютно. Потому что глава сухопутных войск, именно он руководит ТЦК. И вот это все причины, по которым даже окружение Зеленского, оно его никогда не будет убеждать в том, что нам нужно действовать как-то иначе. Для них чем хуже, тем будет лучше. Для них, потому что для них остановка войны это потеря власти, потеря финансирования, денег, ну кому они дальше нужны? Не все из них, более того, видят себя в эмиграции, чтобы выехать из страны и все бросить. Они так верили в себя и все, потому что тут покупали за последние годы себе квартиры, дома и автомобили. А если им оставаться в Украине, ну, им просто объективно придется очень сильно делиться, потому что делиться с адвокатами, делиться с прокурорами, когда на них посыпятся уголовные дела, когда уже не будет татаров контролировать правоохранительную систему. И вот это основное для меня понимание, почему все это продолжается. Ну и, разумеется, уверенность Зеленского, он не хочет себя, так сказать, оставить в истории тем, кто привел к такой заднице просто. Поэтому он думает, что где-то сможет вырулить, где-то будет еще лучше. Ну, он напоминает мне в этой войне сейчас типичного какого-то игрока в казино, который закинул монетку, вроде выиграл в 22 году, нормально, да, и нужно снять деньги, идти на переговоры мирные, нормально все, идти на переговоры с Путиным. Но он думает, блин, выиграю еще. И начинает и дальше играть, проигрывает. Думает, еще закинул там человеческих жизней. Проигрывает. И так постоянно, постоянно, постоянно.
Именно вот такие ассоциации у меня вызывает сегодняшняя ситуация. Что касается, скажем, перспектив у Зеленского, насколько долго это может продолжаться? И вот если там блэкаут в 2022 году, украинцы пережили, сплотившись плечом к плечу, помогали, вот эти пункты несокрушимости, помогали друг дружке, то есть это как-то выглядело совсем иначе, то как переживут украинцы эти блокауты? Да плохо переживают украинцы блокауты. Я сам попадал и жил в блокауте. Я знаю, что это такое, потому что в 23-м году я полностью жил без света. В 24-м году тоже ожидалось, что все будут жить без света, но Россия чудом зимой практически не обстреливала Киев. Я тогда себе уже и биотуалет купил, подготовил, чего только не было, потом распродал. И это сложно, потому что не все имеют возможности к этому подготовиться. Хотя украинцы сегодня на самом деле самая подготовленная нация жить без света. У всех есть батареи, пауэрбанки, солнечные панели. То есть у всех, у кого позволяли, разумеется, средства. Потому что даже в европейских странах ты не увидишь столько электромобилей и электропанелей, как в Украине сегодня. И это очень больно. Мне очень больно, что вновь моим согражданам придется пережить все это. Но эта война может продолжаться еще и год, и полтора. И как быстро она закончится, все равно зависит от двух людей, от Трампа и от Путина. Я считаю, что Трамп Путину предлагал прекрасный план, и нужно было продавить дальше Зеленского и убрать его. Вообще, главная проблема сегодня – это Зеленский и дальше партия войны. Потому что я абсолютно понимаю, как дальше строить коммуникации, общаться. Вот, например, давай посмотрим, там недавно Кашулинский выходит на телеэфир, там солдат, бывший народный депутат, там, министр, по-моему, или нет. Доченьке своей в этом году купил новую Audi. И Вице-спикер выходит, парламента он был в да, свое время. вице-спикер парламента. Он короткий очень срок был прям. И он выходит сейчас там, рассказывает о том, что нужно, во-первых, забрать все, что имеют граждане. Вот он говорит, что он такой националист, но говорит фразами большевиков времен Сталина. И он говорит, что нужно все, Ленина точнее даже, что нужно все забрать, все поделить между теми, кто остался, те, кто выехали из страны, все предатели, нужно у них все забирать, ухылянты это предатели. А затем на следующем уже эфире он рассказывает о том, что все русскоязычные, их нужно лишить прав, у них тоже нужно все отбирать, у них не должно быть никаких прав и полномочий и так далее. И ты действительно это слушаешь и думаешь, ну, такие же люди не могут быть у власти. Они ж на что рассчитывают? Они рассчитывают на то, что мирный договор подписан не будет, будет просто остановка временного огня, пройдут выборы, они на этих выборах пролезут и начнут снова дальше воевать. Но только будут сами уже вместо Зеленского зарабатывать деньги на вооружении и войне. Я так понимаю, это и в США, и в России абсолютно поняли, потому что после этого стали настаивать, что должен быть подписан именно мирный договор. А в мирном договоре таким людям, как Кашулинский и прочим, им места просто не будет. Они будут провоцировать страны на новую войну. Они просто другое не умеют делать. Это люди, которые не посмотрели даже на ошибки прошлого. Они реально хотят просто вечную войну, вечный бизнес на войне и своим дочерям покупать новые люксовые автомобили. Можно посмотреть, что все пропагандисты во время войны стали обогащаться и покупать себе то, чего они не покупали до войны. Удивительно, на фоне того, каким нищим становится население сегодня, как люди выезжают в поисках работы за границу. Ну, тут такой момент, тоже специфический. Понятно, что там то Остапчук купил подруге, ну, жене, это имеется в виду, Range Rover, то вот здесь какие-то моменты. Но тут же как нам демонстрируют? Вот такие как бы мнения тоже нужны. Только ради того, чтобы Зеленский казался адекватнее. Ну, то есть абсолютно понятная технология.
И вот, мол, смотрите, да, то есть вот эти голоса, это вот украинцы, я же не могу пойти против них. Вот они вот так вот считают, что всех нужно русскоязычных лишить прав и все, но мы же этого не делаем, мы же демократическая страна. И эту дичь впаривают в Европе. Хотя, если разобраться, ну, какая-то вообще странная ситуация. То есть европейцы почему-то верят в то, что Украина борется за демократию, и никто никаких претензий, ну, как бы не высказывает. Просто методично отлистывают деньги на режим Зеленского. Европейцы ни во что не верят. Они понимают, что в Украине сегодня происходит, и что Зеленский строит автократию. Но европейские политики, они сейчас в одной упряжке с Зеленским. Если они будут признавать о диктатуре, обо всем другом, оппозиция в той же Германии, там АДГ скажет: подождите, так вы деньги диктатору даете? Вы даете деньги человеку, который преследует оппозицию? Более того, видно, как некоторые страны Европы, они наоборот пытаются усилить диктатуру, легкую такую, у себя. И я тут согласен с интервью Павла Дурова. Он сказал очень правильные вещи, что Европа поступает так, чтобы настоящие государства диктатуры, ну, например, Китай и прочие, имели все возможности сказать: ну, смотрите, они же так делают, вон, демократические страны, а почему нам так нельзя? Сегодняшние европейские политики, чтобы не допустить, например, прихода какого-то там а-ля Трампа, они, ну, опускаются уже до нарушения собственных каких-то обещаний, которые были даны в прошлом. Когда я читаю действительно, что в Австралии нужно будет регистрироваться, чтобы там быть в социальных сетях, ну это просто бред. Когда в некоторых европейских странах хотят, чтобы люди регистрировались в мессенджерах через документы, ну мы же понимаем, даже там Павел Дуров и остальные понимают, что это невозможно. Это невозможно. То есть это возможно, да, Facebook, WhatsApp, захочешь, документы даешь, но тогда же пропадает, во-первых, право переписки личной, и тогда мы действительно превращаемся в такой 1984 по книге Орвелла. Хотя сегодня, на удивление, даже пока что еще в России не обсуждали, чтобы в мессенджерах нужно было регистрироваться. Да, они там делают VPN и все такое, там свои собственные мессенджеры, но я смотрю, Европа пытается уйти еще дальше. И тогда, мне кажется, в этот пузырь по итогу лопнет, и люди будут перебираться свободные в те государства, те люди, которые имеют деньги, средства, они будут перебираться в те страны, в которых эта свобода осталась. Я не верю, никогда не верил, что страны, я не говорю про Китай, там страны, в которых очень ограниченная свобода, что эти страны экономически успешные. Это совсем не так. Либо у тебя, как в Дубае, должно быть очень много нефти, либо, как в Китае, очень много людей, которые становятся дешевой рабочей силой. Если человеческий ресурс ограниченный, то эти страны будут просто падать вниз, вниз и вниз. И это ж, давай посмотрим на Соединенные Штаты Америки. Это единственная страна, которая не нуждается сегодня в мигрантах. Они, наоборот, мигрантов уже выгоняют. То есть там люди хотят жить, потому что там есть свобода, и там есть возможность зарабатывать много денег. Америка сегодня именно представляет то, каким должно быть государство. Да, там есть много других минусов, но также это государство, которое производит технологии, которыми пользуемся мы все. Вы можете не любить Соединенные Штаты Америки, но вы сейчас возьмете в руки свой смартфон, и там будет операционная система американская, Android, либо iOS и iPhone. Мы полностью повязаны на Соединенных Штатах. Ну, я бы так и... Даже если у вас китайский смартфон, но Смотрите, я система бы... операционная у нас сугубо на компьютере в том числе стоит Windows. Смотрите, я бы так Я не... имею в виду, что все это стало возможным именно благодаря свободе
слова и свободе Так нет предпринимательства. свободы и слова, и предпринимательства внутри самой Америки. Вон, Трамп объявил, что с 1 числа вводит ну, как санкции, тарифы, да, стопроцентные на Китай. Все, обрушилось рынок, биржа. Трамп вводит войска, так сказать, ну, Нацгвардию, да, то есть армию фактически в определенные штаты. Ну, там очень специфическая история. То есть мы понимаем, что это не то, о чем пишет Дуров. Ну вот не то. И как бы как образец и как пример здесь очень сложно его воспринимать. Ну, Трампа и Соединенные Штаты Америки при Трампе. Понятно, что он делает и пытается как-то выполнить свою предвыборную программу, но получается с трудом. И все это видят. И первый, кто это видит, это условно Зеленский и власть, да, вот этих глобалистов, которые вот сейчас, ну, да, вот пытаются Трампа перетянуть на свою сторону. Но последние там публичное заявление и события нам говорят об обратном. Вот если так оценить то, что мы услышали за последние там 48 часов, а может ли быть вот этот вот ужас и кризис, ну, спланированной акцией Трампа и Путина на Аляске? Может, они уже все это расписали, вплоть до условно-публичных заявлений, вот этих томагавков, о которых там бредят, да, и уже там новая история там, о том, что давайте называть детей словом томагавк, каких-то, ну, очередной фиолетовый луч и вундерваффе. То есть вот этих всех моментов. Зеленский же четко как бы идет по этому пути, а Трамп ему вроде как и не мешает. Может, в этом и стратегия не мешать Зеленскому. Ну, это такая циничная достаточно история. Ну, я сталкивался тоже в своей жизни с такого типа руководителями. То есть задача дать человеку облажаться. Мол, на, давай. А потом получается плохо. Ну и тогда как бы с катертью дорога. И, в общем-то, вопрос решен. Мы склонны верить тому, что есть какие-то внутренние всегда договоренности и все такое, но мне кажется, всегда в политике, как я политику видел раньше изнутри в Киеве, все всегда гораздо проще. Знаешь, это как все думали, что там, Саакашвили и Порошенко, они поссорились так, чисто на камеру, а оно казалось совершенно нет. Мне кажется, это очень сложные отношения, и Россия здесь пытается выбить свои условия, которые им нужны, но Америка пытается свои. А, Я не готов сейчас ничего комментировать по отношениям России и США, просто потому что они для меня абсолютно непонятны. Я не имею источников каких-то из Белого дома или из Кремля. Очевидно одно, что говорил Трамп в последнем своем обращении. Это после встречи с Зеленским. Ну, хочешь воевать, видишь, что ты побеждаешь. Удачи тебе, мой дорогой друг. Просто я верю в вас, вы молодцы. Россия это просто маленький картонный тигр, вы победите ее, все нормально как бы. И вот сейчас мы посмотрим. Украинские политики все теперь ожидают уже весну, то есть считают, что следующий трек начнется именно весной. То есть посмотрим, какой у нас будет результат за зиму, какой результат будет у Зеленского за зиму, и возможно это даст какие-то сдвиги. Но главная проблема это в том, что Европа молчит на запугивание оппозиции. А еще хуже, что Соединенные Штаты на это молчат. То есть Трамп до сих пор не реагирует на людей, которых преследуют в Украине. То есть он не пытается даже дать слово и возможность говорить свободно в Украине, чтобы ему не иметь общее дело с Зеленским. Такое впечатление, что Трампа действительно сегодня окружили какие-то демократы, агенты Сороса, и ну, по-другому я это объяснить не могу. Сколько людей сидит в Украине по тюрьмам, в том числе, которые поддерживали Трампа, и ноль реакции от его посольства, а все их письма игнорируются. Это впечатление, будто там дальше сидит администрация Байдена. По-другому я даже и не скажу. А почему так получается? Вот очень интересно возникло в медиапространстве список пособников режима Зеленского. Интересный телеграм-канал, интересный список.
Причем некоторые связывают, что это именно вот Мирослав Олешко этим занимается, другие говорят, что это Мосейчук придумал, третьи еще что-то говорят. И реакция на него достаточно нервная, хотя если такая реакция, то всем же должно, по идее, плевать. Ну, смотрите, то есть а, Америка не занимается внутренней политикой Украины, да, то есть можно делать все, что угодно, заявлять все, что хочешь, составлять вот эти, пополнять миротворец, составлять вот эти, как бы, списки на гонимость, садить в тюрьмы, издеваться, вводить санкции, и всем как бы все хорошо. А тут какая-то другая история получилась. То есть обратка. А, Что за этим стоит и в чем идея? Знаешь, мне тоже понравилась эта идея. Ее назвали «База 111» в Телеграме. Или там, по-моему, даже в Твиттере есть. И очень стало смешно, потому что то стали меня обвинять, что это моя, потом Мосейчук, потом что Дубинский, потом что кто-то еще. Я вижу, что это сделали люди, которые понимают, что нужно сохранить имена полностью из списки тех, кто поддерживал режим и поддерживал незаконные действия ТЦК и режима. Ну, и это очень классная идея, потому что опубликовали таблицу, там уже больше 500 имен тех, кто именно информационно, там нет слух народа, нардепов, там именно кто информационно занимался пропагандой и пропагандой вечной войны, пропаганда вечной войны с Россией. И это круто, потому что они же все же будут перекрашиваться, как только война закончится. Они все будут говорить и думать, что про них забудут. Они будут пытаться оставаться дальше работать на телеканалах, там, в СМИ. И очень важно иметь такой действительно список, чтобы, когда все закончится, сказать, вот есть такой список, давайте по нему двигаться. Это не список врагов народа, это просто список тех, кто делал все возможное, чтобы определенное количество людей во время войны на крови зарабатывало деньги, в то время как другие простые мирные жители умирают на фронте. И это очень важно. Поэтому, мне кажется, чем больше такая база 111 будет иметь сейчас влияния, тем лучше. Потому что это в том числе внутреннее давление на всех этих пропагандистов сегодня, потому что она им позволяет все-таки задуматься, а что будет потом? А что будет потом, когда всему придет конец? Но с другой стороны, это же как бы люди... Ну, я, например, мне не нравится база миротворец. Это, конечно, издевательство над всем, что только можно назвать. Ну, да, то есть, чем база 111 отличается от миротворца? В этой связи ничем. Что там, эти составления списков, а потом меряться длиной этих списков, или там кто больше враг, это абсолютно не ведет к какому-то миру, примирению, завершению противостояния. А центральный сигнал, задача его как-то сформировать и послать, чтобы все-таки, даже несмотря на войну, несмотря на то, что наговорил за эти годы, войны, да, потому что если брать отчет там 14 год, да, то там просто как бы такая палитра будет кровавая, ну, чтобы наоборот прийти и примирить украинцев, а это получается еще один элемент разделения. Нет, это не элемент разделения, потому что туда попадают не простые мирные жители, а туда попадают люди, которые занимались пропагандой и зарабатывали на войне деньги. Это абсолютно разные вещи, и оно никак не влияет на разделение. Наоборот, то, что этих людей убрать из информационного пространства после подписания мирного договора, гарантирует того, что война больше не повторится, что этих людей больше не будет, и не будет этих агентов вечной войны. А миротворец, он имел определенные там задачи, идеи там, в 2014 году, но он скатился до чисто бизнес-проекта, куда стали добавлять всех, кто не нравится уже даже сегодня Зеленскому. Там уже начали добавлять туда и детей, и адвокатов украинских, проукраинских адвокатов, которые просто помогают людям бороться с ТЦК законно. Добавляют туда женщин, которые репостили в Фейсбуке видео против Ермака. Но кто руководит миротворцем, это абсолютно известно и понятно всем, поэтому когда война закончится, я думаю, с этим человеком можно будет просто поговорить.
и задать много вопросов ему. И он сегодня тоже боится окончания войны. Для него продолжение войны, для него все те, кто против войны и за мир, для него сегодня становятся врагами, потому что он потеряет свой бизнес под названием «Миротворец». Очень интересно расходится в датской прессе. У нас же очень сильно потеплели отношения с Данией. Там и заводы строятся, и дроны летают. Дания дает денежку, в общем-то, Украине и помогает всяческим образом. Так вот, выяснили, что муж премьера Дании, получающий деньги из бюджета, да, снимает фильм о Зеленском. Пресса пишет, что супруг Метте Фредриксон, Бо Тенберг, через жену получил некий специальный доступ к Зеленскому. Значит, продюсерская компания Тенберга финансируется за счет государства. И в прошлом году получила от датского института кино 190 тысяч крон. Ну, это 25 тысяч евро. Сумма небольшая, но тем не менее. Именно Бо Тенберг, благодаря своему браку, имеет исключительно близкие отношения с украинским президентом. Многочисленные встречи в Украине, в Дании. Кроме того, Тенберг может носить один из самых почетных орденов Украины. Пишет издание. Речь идет, конечно, о Ярославе Мудром, орден Ярослава Мудрого, который направо и налево раздает Зеленский всем, как бы, да, вот, и Келогу, и всем на свете. То есть, да, и там пастору, который типа духовник Знаешь, Трампа. Алексей, я недавно задумался, что вот ты стараешься для своего государства, чтобы в твоем государстве был мир, не погибали люди, но тебя это государство за это не награждает, оно вводит против тебя санкции, открывает сфабрикованные уголовные дела. И это то, что я испытал, то, что ты испытал. И для меня это вот самое такое обидное и непонятное, когда ты хочешь добра, мира, когда ты понимаешь, что вечная война, она просто все разрушит. Ну, то есть, это, по сути, мы должны получать награды, знаешь, свободы, награды доблести и всего прочего. Но сегодня это получают абсолютно циничные люди, которые готовы утопить в крови всех чужих, неблизких им людей ради того, чтобы своим близким заработать пару миллионов долларов. Вот это те люди, которые получают сегодня награды в Украине. И насчет Дании, слушай, ну когда Зеленский потеряет власть и станет очень много чего известно, я думаю, в Дании власть тоже сменится досрочными выборами. Мне кажется, Дания не до конца осознала и поняла их политики в желании заработать или что-то еще, насколько сильна коррупция в Украине, насколько сильно по ним это может ударить в будущем. Поэтому это будет забавно, конечно, посмотреть. И Потому что, кино, ну, конечно, действительно, посмотреть забавно. ну, Муж. другие страны Да. на такое не пошли. Ну, одни лохи нашлись среди всего Европейского Союза. Это удивительно. Интересно, как бы вот, что делать потом с этими материалами? Какими фламинго? Нет, материалами. То есть, вот смотрите, фильм о Зеленском снимает продюсерский центр мужа премьер-министра Дании. Но мы же видели, как девальвируется и как падает в цене, да, там, автобиография Зеленского, которая написана, а везде же продавалась, я помню, да, вот это вот, смотрите, Зеленский, каждый день рассказывает о войне. Ну, а потом лютые дисконты вообще чуть ли не за даром продаются в Потому аэропортах. что они ожидали, что война продлится пару месяцев. Они не ожидали, что война продлится так долго. Поэтому дальше уже книги никому были не интересны эти. Для меня невероятно трагично слышать было от Алексея Арестовича, что уже в апреле была согласована дата встречи Путина и Зеленского. То есть, боже, если бы Зеленский просто не отказался, сейчас был бы мир. Я об этом задумался как о том, что один человек во всей стране решил вершить судьбы всех. Я говорю не про Путина и Россию. Это их, россиян, внутренняя проблема. Я говорю про нашего президента, у которого в руках была возможность остановить войну и кровопролитие. Он не захотел идти на переговоры, которые были уже согласованы на встречу с Путиным. А сейчас он рассказывает: я хочу с вами встретиться, давайте встречаться. Так ты ж мог тогда встретиться. Тогда ситуация была гораздо лучше. Но
Неужели ты не понимал, что продолжение войны это все равно будет гибель не российских солдат, а прежде всего наших солдат? Он загнал себя в кучу ошибок и теперь не готов из них выходить. Потому что он понимает, что теперь для него это закончится очень-очень плохо. В 22 году он спокойно мог уйти с власти, в 23-м договориться и спокойно уйти. Сейчас, после того, что он натворил, ну, ему нужно же вообще в принципе бояться не Путина, ему нужно бояться внутренних игроков и людей в Украине, против которых он нарушил все красные линии, которые существовали в Да, украинской конечно, что политике. это за игроки? Ему никто не представляет угрозы. Почему это? Ну Ну, потому почему? что он вполне себе вот, уверен в себе и всех как бы всех загоняет под лавку. Это Ну, Трамп мы... тоже так считал, но чисто случайно, просто по невероятному везению 1 на миллиард пуля пролетела мимо него. И можно было бы думать, что это в Трампа стреляли россияне, но это были внутренние какие-то разборки. Поэтому Зеленскому именно об этом и нужно думать в будущем, что дело не в Путине, а дело в том, у скольких людей ты отобрал бизнес, жизни, ты пошел, нарушая все красные линии. И это не забудут, поэтому я даже не думаю, что... Ну, возможно, ему в будущем придется очень сильно договариваться и расщедриться, отдавая всем то, что он награбил. А возможно, он просто сядет в тюрьму. Такое тоже может быть. Если он очень гордый и никуда не поедет, он просто будет сидеть как Саакашвили, это и все. Мне кажется, это самый лучший вариант, чтобы он сидел. Залужный. Консерва? Нет, нет, я как человек, который знает Залужного лично, он не консерван, но на него сейчас явно идет огромное влияние каких-то сил. Залужный в жизни человек, который говорит на русском. Можно посмотреть, что он в принципе не говорит, что все, что было русское, это плохое. Там, да, то есть он гораздо объективнее, адекватнее. Но его риторика сегодня, она не позволит Украине жить в мире. Там, ну, потому что можно согласиться, Россия просто зачем вы детей готовите, там, подготавливаете со школы к военным действиям? Ну, для чего вы это делаете? Вы же воевать не собираетесь. А именно это есть в плане, типа, строить из Украины Израиль. Но у Залужного, к сожалению, не выйдет из Украины построить Израиль, потому что Украина была, есть и будет вот этой коррупционной дырой. Я не вижу просвета и будущего в этом, потому что у Залужного нет своей команды, потому что Залужный, если придет к власти, он приведет тех людей, которые у власти уже были. Он не приведет именно новых людей, он приведет снова каких-то соросят и так дальше. И он столкнется с тем же, с чем сталкивались предыдущие, и его власть может быть очень недолго из-за этого. Более того, ему нужно быть президентом всей страны, стать президентом всей страны, как Зеленский когда-то обещал быть им, а не президентом определенной части. Если он собрался быть президентом одной страны, то его власть продлится довольно недолго. Но у нас сейчас есть действительно вот эта тема обращать внимание на меньшинство. Вот какое-то маленькое меньшинство сумасшедших решили делать ежеминутную минуту молчания и останавливать везде дорожное движение каждый день. А кто не сделал, те предатели, к ним СВУ должно прийти и так дальше. Это решило меньшинство. И страна, где решает меньшинство, она никогда не будет единой, и у нее не будет будущего. Вы должны не силой и угрозами доказывать свою правоту и как все должны жить, а аргументами, фактами и именно путем выборов и демократии. Интересно, что МИД Украины, ну, то ли, собственно, вот эта тяжелая зима так повлияла, то ли еще какие-то причины. Есть предложение на время Олимпиады, зимней Олимпиады, объявить перемирие. Ну, подобные предложения были и там и раньше, то есть, ну, понятно, да, страна, проводящая Олимпиаду, всем предлагает, говорит, давайте никаких войн, это олимпийский дух. Но вчера очень интересно,
Министерство иностранных дел отреагировало? Поддерживает оно перемирие в феврале месяце на время зимней Олимпиады. Министерство какой страны? Министерство иностранных дел Украины. И говорят, мы да, мы за, мы давайте. Я так понимаю, что если так трезво посмотреть на все происходящее, вот эта эскалация, она же в принципе, ну, все-таки может достигнуть определенных целей. Украина и Зеленский, и его МИД, ну, просто станет сговорчивее. Вот уже становится. К сожалению, чем хуже будет ситуация в моей и нашей родной стране, тем лучше будет в будущем. Это словно рак, и нужно вырезать очень много, чтобы стало легче. А, Россия не обстреливала нас в прошлом году сильно, зимой. И тут почувствовали чиновнички свою силу, что так будет и в этом году. Все будет хорошо, все будет прекрасно. Но я всегда считаю, что на самом деле чиновники украинские, они должны бояться за свою собственную жизнь. Вот тогда будут изменения, потому что в их же домах будет свет, в их домах будет тепло, в их домах все это есть. И чудом в их дома за городом, за Киевом никогда не попадают и не падают там сбитые ракеты и дроны. Именно сбитые ракеты и дроны. И вот в этом проблема и основная, мне кажется. А на простых людей, ну, плевать, слушай, в Киеве жизнь идет своим, на самом деле, чередом. Там, ну, все нормально, на самом деле. Если поехать, посмотреть, там люди работают, ходят, то есть там обстрелы ночью. И все идет как-то более-менее. А когда ты еще и чиновник, у тебя есть куча денег, ты вообще не обращаешь внимания на все, что находится за окном твоего автомобиля. Ну как же, как не обращаешь внимания? Ну вот Свириденко биотуалеты подвезли вчера. Правда, она, видимо, знаете, так, подвезли биотуалеты, а потом она вечером говорит, все, воду дали в Киеве, все нормально. Там в Верховную Раду водовозку привезли, там технички, охранники воду набирали. То есть они же страдают так же, как и все. Вот такой неожиданный удар по центрам принятия решений получился. Теперь они без воды, смыть нечем. Я не знаю, с какой целью они привезли туда биотуалеты, потому что у них с туалетами сейчас все нормально. Слушай, я не знаю, в чем проблема. Там туалеты еще работают в самом Кабмине. То есть я не понимаю, для чего это сделано. Возможно, это сделано это сделано, скорее всего, для внутренних войск Нацгвардии, которая там дежурит. Для СБУшников и прочих, они там дежурят на улице, и, скорее всего, именно для них подвезли туда новые биотуалеты. Это не чиновнички будут туда бегать, у них там все хорошо. Да. Друзья, всем большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на Мирослава Олешко. В общем, в Телеграме ссылку мы оставим в описании к этому видео. Все как всегда. Мирослав, благодарю за время и мысли. До свидания. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся.